Всем привет! Меня зовут Мария, и добро пожаловать на мой канал Sound Like a Russian. Если вы хотите улучшить ваше произношение на русском языке, то оставайтесь со мной, и я вам расскажу, как это сделать. Итак, в сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами теми советами, которые я даю обычно своим студентам, которые хотят улучшить русское произношение. Им хочется избавиться от акцента, и я им советую сделать эти 4 вещи. Первый мой совет. Начинайте заниматься фонетикой как можно раньше. Чем раньше, тем лучше. Потому что, когда вы пытаетесь исправить ваше произношение на уровне B1+, это сделать труднее, чем когда вы пытаетесь построить свое произношение в начале изучения русского языка. Я думаю, что понятно почему. Понятно, почему на уровне B1 трудно исправить себя. Потому что это уже привычка. Вы на автомате говорите «о» вместо «а», да? Вы на автомате говорите «нож», а не «нож», потому что вы так привыкли. И да, вы можете понимать, да, вы можете слышать, да, вы можете над этим работать, но вам потребуется в 2 раза больше сил, в 2 раза больше фокуса, внимания для того, чтобы переучить себя. Лучше учить себя, чем переучивать потом. Поэтому с самого начала, вот сейчас вы смотрите это видео, и вы изучаете русский язык, вот прямо с сегодняшнего дня начните обращать внимание на ваше произношение. Поверьте, вы сделаете свою жизнь намного легче в будущем. Совет номер 2. Ну вот хорошо, Мария вам сказала, что с сегодняшнего дня нужно обращать внимание на произношение, и вы обращаете внимание. Но как это делать? Как обращать внимание на произношение? Вообще, когда человек говорит, он очень часто не слышит, как он звучит на самом деле. Он не слышит свой настоящий голос, он не слышит акцент. Иногда даже мы не слышим, какие слова-паразиты мы произносим. Что уж там говорить об акценте, да? Именно поэтому совет номер 2 звучит следующим образом. Записывайте свою русскую речь. Записывайте на диктофон. Я это повторяю и буду повторять, пока каждый мой студент не начнет это делать. Когда вы читаете русский текст, включите вы диктофон, запишите себя. Когда вы разговариваете, пересказываете текст в какой-то устной речи, в устном диалоге, запишите себя. Вот общаетесь вы с кем-то онлайн, по Zoom там, или MS Teams, по Skype, нажмите кнопку записи, запишите этот разговор. И не просто запишите, а слушайте себя потом. Обязательно послушайте, как вы говорили. И тут мне многие скажут: ой, Мария, у меня такой неприятный голос, ой, так неприятно мне себя слушать, фу, не люблю, ой, фу, нет, давайте как-нибудь по-другому, не хочу слушать. Друзья, насчет неприятного голоса, это все дело привычки. Пожалуйста, перестаньте себя ругать, послушайте себя, ваш голос приятный. Ваш голос приятный. Неприятный звук — это, не знаю, сирена, визг, сигнал машины. Вот это неприятно. Более того, вы привыкнете к своему голосу. Чем больше вы его будете слушать, тем легче вам будет его воспринимать. Вы даже потом полюбите свой голос. Как я сказала, лучше не просто слушать, но и анализировать вашу речь, анализировать ваш акцент. Что вы там замечаете? Конечно, в самом начале вы будете мало чего замечать.
вы будете замечать мало ошибок, и, возможно, вы даже не услышите этот акцент. Но со временем, причем достаточно быстро, вы начнете слышать, где говорит носитель языка, а где говорит не носитель языка. Соответственно, вы начнете выделять, вычленять этот акцент и в своей речи тоже. Да, и будет здорово, если вот этот анализ вы будете углублять с каждым разом. Сначала вы просто записали себя и послушали. Просто привыкаете к своему голосу. Хорошо. Второй раз вы уже привыкли к своему голосу и пытаетесь понять, где именно вы слышите акцент. Хорошо. В третий раз попробуйте услышать детально, какой именно звук вы произнесли не так, как носитель. Какое сочетание звуков, где, как вам кажется, интонация куда-то не туда поехала. Почему я так настаиваю на важности этого упражнения? Давайте лучше объясню на примере. Я люблю сравнивать фонетику и произношение с умением танцевать. Вот если вы только учитесь танцевать, то вам обязательно нужно зеркало перед вами, чтобы вы видели, как это выглядит, какие движения и как вы делаете. А еще лучше спросите любого преподавателя по танцам. Еще лучше, если вы поставите камеру и снимете себя со стороны, как вы выглядите со стороны, когда вы танцуете. Потом, когда вы посмотрите видеозапись, вы увидите все ошибки, вы увидите все недочеты. А может быть наоборот, ваша самооценка поднимется, и вы поймете, что на самом-то деле вы танцуете гораздо лучше, чем вы думали. Также и с произношением. Взгляд со стороны иногда дает больше, чем ваше собственное ощущение. Со временем взгляд со стороны и ваше личное ощущение будут гармонично сотрудничать друг с другом. Но вначале не пренебрегайте этим упражнением, слушайте себя. Совет номер 3. Ваше произношение держится на 3 китах. Нужно слушать, повторять за носителем и говорить. Сюда я бы еще добавила одного маленького такого кита. Нужно еще знать теорию. Да. О чем этот совет? Все просто. Во-первых, нужно знать базовые правила фонетики русского языка, а еще лучше детали произношения, в чем вам поможет мой канал. Пожалуйста, пожалуйста. Пользуйтесь, пользуйтесь. Важно подключать разные виды речевой деятельности. Важно слушать речь, в основном носителей языка, конечно. Конечно, было бы здорово, если бы вы слушали носителей. Больше слушали носителей. Но здесь что я вам могу конкретно посоветовать? Слушайте подкасты, слушайте мои видео. Я снимаю на русском языке в последнее время практически все видео на русском языке. Слушайте и носителей, и не носителей русского языка, чтобы сравнивать их акценты, чтобы слышать иностранный акцент. Смотрите фильмы, конечно же, слушайте аудиокниги. Приходите ко мне на прямые эфиры, где я читаю русскую классику. Конечно, вам поможет, если вы не только слушаете, но и одновременно видите этот текст. Ну, в общем, я думаю, что и без меня этот пункт вы замечательно знаете, если смотрите видео на YouTube. Да? Наверное, вы знаете, где искать, что послушать на русском языке. Следующий подпункт этого совета – это повторять за носителем. Важная штука, которую очень многие упускают. Повторять за носителем. Что это значит? Это значит повторять за носителем. Вот вы услышали какую-то фразу, поставили на паузу, повторили ее вслух. Повторили ровно с той же манерой, с той же интонацией, с теми же деталями, которые вы услышали. Но попробуйте это сделать. Попробуйте. Конечно, я понимаю, не всегда вы один в комнате, не всегда вы
располагаете такой возможностью повторить вслух, но найдите такую возможность. Найдите хотя бы иногда, находите такую возможность и повторяйте. Повторяйте вслух, повторяйте громко, не стесняясь ничего. И подпункт 3 этого совета – это говорить. Говорить и еще раз говорить. Ну, конечно же. Если мы с вами вернемся к тому сравнению произношения и танцев, то вы же сами понимаете, что танцевать невозможно научиться, если ты не пробуешь это делать, ты не пробуешь это делать сам, своим телом. Ты можешь смотреть, как это делают другие, ты можешь знать теорию, ты можешь представлять это в голове, но пока ты сам не начнешь тренироваться, ничего не получится. И отсюда вытекает мой 4-й совет на сегодня. Такой, знаете, даже не совет, а аксиома. Когда вы изучаете иностранный язык, количество переходит в качество. Чем больше вы говорите, тем качественнее вы будете говорить. Это происходит по 2 причинам. Ну, во-первых, когда вы много говорите, вы автоматизируете свое произношение. Это как спорт. Чтобы автоматизировать какое-то движение, вам нужно повторить его много-много-много раз. И тогда вашему организму уже не требуется столько энергии, столько внимания, как в первый раз. Также абсолютно и с произношением слов и фраз. Если вы отработали, если вы 100, 200, 300 раз повторили одно и то же в разных контекстах, то вы даже не задумываетесь о том, как вы это говорите. У вас само это получается естественно и правильно. И вторая причина, почему при изучении языка количество переходит в качество, следующее. Понимаете, если вы никогда не произносили вслух какое-то слово или произносили вслух его всего лишь 2-3 раза в своей жизни, то ваши риски сделать ошибку в этом слове гораздо выше, чем если бы вы произносили это слово много-много раз в своей жизни. Вот вы видите словечко какое-то в тексте, и вы знаете, что оно значит, но вы его не употребляли вслух. Да, вы его не произносили, вы его не проговаривали. Риск сделать ошибку в ударении, в произношении какого-то сочетания звуков гораздо выше, чем если бы вы его проговаривали. А как снизить эти риски? Произносить больше слов, просто говорить больше. Больше говорить. Здесь вам помогут занятия по русскому языку. Пожалуйста, оставляйте свои контакты у меня на сайте, приходите. Здесь вам помогают разговорные клубы, здесь вам помогают диалоги с носителями языка. И не только с носителями. Если вы общаетесь с неносителями, которые заинтересованы в изучении языка, и вы вместе разбираете какие-то моменты, это тоже очень полезно. Но в любом случае ищите возможность побольше разговаривать. Если вы уже посещаете какой-то курс по русскому языку, то не просто отсиживайтесь там, а участвуйте в дискуссиях. Я не устаю это повторять своим студентам, которые во время занятия иногда скромничают или там думают: а ладно, там кто-нибудь ответит, а я посижу, отдохну, посмотрю в потолок, подумаю, не буду говорить, все равно не знаю, что сказать умного, зачем я скажу, непонятно, ладно, не буду, в следующий раз. Вот таким студентам я всегда говорю: да боже мой, да хоть что-нибудь скажите. Урок русского языка – это прекрасная возможность высказать наконец-то все, что вам приходит в голову. Говорите, высказывайтесь. Наверное, у кого-нибудь обязательно возникнет вопрос. Да, вот об этом я и поговорю в завершении этого видео, точно. Помню, год назад одна студентка хотела записаться ко мне на занятия по фонетике. Она меня спросила: а через сколько занятий
я буду говорить без акцента. А через сколько занятий вот я избавлюсь от акцента полностью? Через сколько часов? Какой пробег нужен моему фонетическому аппарату, чтобы он, наконец, выдавал чисто русские звуки без акцента? Все индивидуально. Вот если вам преподаватель говорит, что через 5 занятий вы избавитесь от акцента, мне очень интересно посмотреть, как же вы ровно за 5 занятий будете избавляться от акцента. Это очень индивидуальная работа. Кто-то схватывает с первого раза копирует произношение абсолютно как носитель. Кому-то нужно очень много часов усердной работы, усердной, кропотливой работы и отработки звуков. Это зависит от очень-очень многих факторов. От вашего родного языка, от вашего опыта изучения языков, от вашего музыкального слуха в том числе. В общем, на этот вопрос ответить можете только вы. Я вам предлагаю не ставить никакие рамки, никакие ограничения, не рисовать для себя ожиданий. Просто расслабьтесь и потихонечку, шаг за шагом, в свое удовольствие занимайтесь русским языком. Не только произношением, но в целом, в комплексе русским языком. Слушайте, говорите, узнавайте новые слова, узнавайте о русской культуре, о традициях, узнавайте русских людей. Пусть это станет вашим хобби, пусть это станет чем-то интересным для вас, чтобы сам процесс вам был приятен. Да и к тому же, даже если вы избавитесь уже от акцента, это что значит? Что не надо больше учить русский язык, все, на этом мы закончим. Все, дзынь-дзынь, избавился от акцента. Итак, друзья, надеюсь, что я вас замотивировала сегодня немножечко этим видео, и теперь вы все дружно пойдете записывать себя на диктофон и обращать внимание на свое русское произношение. А мы с вами увидимся в следующем видео о фонетике, или не обязательно о фонетике, но в любом случае будет что-то интересненькое. Я вам желаю удачи и всего самого-самого хорошего и доброго. Не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам понравилось и было полезно. Ну и вообще, чтобы меня поддержать. На этом прощаюсь с вами. Всего доброго и пока-пока.